Привет, ребята, это Сид. В начале этого ролика я хочу порекомендовать канал моего друга Димы Захарова. Он так и называется Димонз. Димон ремонтирует станки и подробно показывает, как они устроены, как разбираются и собираются. Это главный специалист по токарным 1К62. Я и сам часто консультируюсь у него. Сейчас он заканчивает восстановление большого фрезерного станка 6712P. Ну и конечно же на его канале вы найдете много видео по металлообработке, а также про ремонт авто, строительство, авиамоделизм и многое другое. Ролики выходят регулярно, так что подписывайтесь, будет интересно. Ссылка в описании на главной странице. Уже все гаражи сюда на экскурсии ходят. Да, колеса дрекстерские. Потом сними результат. Короче, ребята, те, кто регулярно смотрит мои видео, наверное, в курсе, что мы занимались изготовлением линейки треугольной поверочной, да, самодельной из стали. К сожалению, тот проект потерпел сокрушительное фиаско, потому что сколько уже прошло времени, где-то полгода, да, ту линейку ведет, корежит в разные стороны. Сегодня по ней шабришь, на следующий день приходишь, ты не узнаешь вообще, отпечаток совершенно другой. И тот фейл, да, с этой линейкой очень затормозил проект с Шаублиным. Так что в пекло ту линейку, она пойдет на заготовки. А теперь я приобрел, наконец-то, чугунную поверочную линейку. Ну, у нее все углы 60 градусов, то есть под переделку. Вроде бы она заводского изготовления, да, ну, ручная шабровка. По ней тоже уже ремонтировали станки. От Шабрина она вроде бы неплохо, но класс точности я не узнавал. Когда займемся уже ее переделкой, тогда поваляем, покатаем ее по плитам. Ну, в смысле на краску. У нее все грани рабочие, даже жалко будет их фрезеровать, потому что нам-то нужна 51 градус, специальная линейка, да. Ну, так что в ближайшее время займемся ее переделкой. Ну, вот были такие одна ручка и болт, к сожалению, второй нету. Ну, в принципе, за вторую ручку она должна подвешиваться при хранении. Так, пришла полка, или как она называется, этажерка под конуса. Сейчас будем ее собирать. Белый цвет, конечно, не очень практичный, наверное, быстро загрязнится, но других цветов не предлагали. Так, ну вот, собрали, повесили на стенку. Я взял самую маленькую полку, этажерку. Всего 4 полки. Но вот что меня смущает, мало дырок под пятый конус. Тут можно было бы еще в 2 раза чаще их насрыть или как-то так в шахматном порядке. Ну, потом можно снимем, досверлим. Ну вот, поднабил ее инструментом. В принципе, прочности и жесткости ей хватает. Окей, ребята, вот такой столик поворотный от УСП. Я его решил использовать для вот этого проекта точила, да, универсального для шаберов, там, ну, специального инструмента для заточки по радиусу. И вот он был в таком потрепанном состоянии, да, ржавенький. Ну, рабочий крутится, мы его использовали для как шароточку на токарном. В общем, давайте приведем его в порядок. Для начала я затупил все острые кромки, потому что раньше не заморачивались, как прошлифовали его, так и оставили острейшие кромки, которыми можно просто разрезать руку до кости. Шлифуем и полируем, как обычно, дрелькой с резиноабразивным кругом. Напоминаю, что плоскошлифовального у нас все так же нету, но мы работаем над этим. И, возможно, в ближайшее время он появится.
Внутренние полости я обрабатываю преобразователем ржавчины Хайгир. Его можно купить в любом автомагазине. И он как бы неплохо себя показывает вот для таких неответственных деталей, да, которые не на виду. Не знаю, насколько хорошо он останавливает ржавчину, да, процесс образования ржавчины, но маскирует он ее классно. То есть тут вот все было рыжее, да, сейчас все почернело. Ну, мне так кажется, там добавлен состав для воронения, поэтому от него даже чистое железо чернеет. И оно создает лаковое покрытие, да, как грунтовка для последующего окрашивания. Центральное отверстие вот этого поворотного столика представляет собой конус Морзе номер 3, что приятно и может быть оказаться полезным, ну, допустим, для центровки, выставления стола на фрезерном станке. Но, к сожалению, очистить от ржавчины полностью не удается, она слишком глубокая, там такие уже конкретные раковины, нужна перешлифовка полная. Тут выяснился небольшой косяк, видимо, меняли вот эту латунную втулку. Не знаю, может быть, так с завода было. Но почему-то она сделана немного выше вот этого плоскости стола и не дает столику сесть на плоскость вот этого основания. Не знаю, может быть, так задумано, но сколько я видел поворотных столов, у всех поворотный сам стол круглый должен садиться на основание для максимальной жесткости. Вот тут даже специально прошлифовано. А здесь он крутится на вот этой втулке, которая торчит где-то на полмиллиметра вверх. Ну, можно было бы ее выпрессовать, да, проточить на токарном. Но надо было возиться с прессом, ехать в гараж на токарный. Так что я ее просто профрезеровал. Значит, вот здесь крепилась рукоятка фиксации. Но она очень длинная, вот можете в начале видео посмотреть, она полметра, наверное, такая палка. А эта втулка, эта ступица, она запрессованная. Так что все равно пришлось точить оправки, и сейчас будем выпрессовывать ее винтом. Это немного уменьшит общий габарит стола, а для фиксации вкрутим туда такой потайной винт. Запрессовано было капец как туго. Я чуть ключи не сломал, хотел уже греть горелкой. Зачищаем также резьбы. Тут везде резьба М12, шаг 1,5. Одна оказалась сорвана, а остальные практически все недорезаны. Мечик идет тяжело, потому что вся эта оснастка УСП каленая. И то, что резьба мелкая, иногда доставляет неудобства, потому что обычный винт ты не вкрутишь туда. Обязательно нужно искать УСПшный, да, или автомобильный какой-нибудь.
стараюсь притуплять все кромки. И вот есть даже такие вот мощные заусенцы, которые можно пропороть палец и истечь кровью. Так что боремся с ними. Ну вот то, о чем я говорил. Этот преобразователь Хайгир, он зачерняет чистый металл и выглядит, как будто кто-то маркером накрасил. Вот я специально оставил на этой самой страшной стороне, где ржавчина не удаляется полностью. То есть он хорошо подходит для каких-то черных необработанных поверхностей, или которые не на виду, всякие пазы, там резьбовые отверстия. А так просто, если набрызгать вот на весь стол, да, вот этим хайгиром, потом его не отмоешь. Он мало того, что лаковую пленку дает, он еще и воронит как бы сталь. Ну, вот такие особенности его применения. Ну, собственно, вся очистка закончена, теперь можно собирать обратно. Гайка разрезная, контрящаяся, да, вот этим винтиком. Но она выбирает большой люфт. Эта вся система регулировки работает только в паре с фиксатором, да, потому что там вот эта коническая муфта, она должна быть подперта вот этими двумя винтами с обеих сторон. И вот, как я уже говорил, вместо длинной рукоятки я вкручиваю вот такой потайной винт. И то есть столик будет фиксироваться просто отверткой. К счастью, это делать не так часто придется. По-моему, так это более эргономично и удобно. И несколько сэкономили места. Проверяем, чтобы он свободно крутился и фиксировался. Сейчас вот эта планшайба четко прилегает к плоскости стола, и поэтому такая система получается очень жесткая. Ну, в нашей конструкции нужно, чтобы этот столик вращался свободно. Ну, вот так вот он почистился. Конечно, всю ржавчину удалить не удается. Нужна полная перешлифовка. Но пока так, имеющимися средствами, мы его, как говорится, взбодрили. И в следующей серии продолжим делать нашу точилку. А сейчас минутка из мира животных. Ты мало что-то и сегодня, еще там где-то есть. Даже две стабилизации. Ой, вот, пожрать-то. Всегда гораздо пожрать. Здесь сейчас побольше стали, раньше поменьше были. Так они, ну я тоже видел их меньше. Скоро утку по-пекински будем запекать. А вон, это здоровая. Смотри. А мои папы что-то нету. Вот такой тут зоопарк. Все живое тянется к нам. И собаки, и
плывут. Они любят такую грязь, видать. Там и на нашей на речке Вот самый последний. тоже тогда. А это Андрюха говорит, тут еще андатра. Да ну, Да. Что такого? что у нас тут есть-то будет? Вон уток и будет. Это не кушает. Да, скоро они вырастут и улетят от нас. Слушай, вообще не боятся же, да? Ну, они как опасаются, видишь, мама-то смотрит на нас, так вот одним глазом. Но она вот когда боком они смотрят же, птицы-то. Да, смотри. Такие носы у них, да? Клюют. Да, так завидно, они, смотри, такие купаются там, ныряют всякие. Я говорю, им в кайф такая грязь. А нет, в чистой воде же не будет. Что, не дуракишь? Нормально, значит, вода тут сильно-то она и грязная.